А вы знали, короче, что авокадо? Авокадо. Вот, оно такое маленькое, и оно такое с темной штучкой. Авокадо? Всем привет, меня зовут Алекс, и у меня псориаз. И меня он жестко бесит, но я не знаю, что с ним поделать. Да ничего с ним не поделать. Это что вообще такое? Это канал о том, как технологии меняют или не меняют мир и всех людей в нем. Тут будет о том, как жить в разных местах от Албании до Амазонки. И не просто, съездить, жить именно там, и как там люди живут. Это будет про разных людей, от феминисток в Берлине до шаманов в Амазонке. И то, как технологии влияют или не влияют на их жизнь и на их мировоззрение. И, конечно, мы немного расскажем про сами технологии. Мы сгоняем в конференцию по кибербезопасности в Дубаях. Мы поговорим с чуваками, которые делают супер бомбический генно-инженерный проект и участвуют в нем на международном консорциуме. Все это будет здесь. Какое будущее, какие технологии, чувак, нам бы с настоящим разобраться. Тут спишка жопа творится. И поэтому начнем мы с очень легкого видео о том, как можно жить в Мексике, в коливинге, в коронавирус. Может быть, это кому-то поможет в следующий коронавирус провести его гораздо веселее. Смотрите сами. Unusual. Unbelievable. Unstoppable. Пам-пам-пам, мы в Мексике, и здесь вокруг везде коронавирус. И сейчас мы покажем, как можно жить здесь в эти нелегкие времена. В Мексике на самом деле дофига чего интересного происходит, потому что первое, она рядом с Америкой, и второе, тут полное беззаконие. Страной, по факту управляют картели. Здесь легализовано огромное количество любых веществ. Здесь можно прийти в драгстор, и драгстор здесь действительно драгстор, потому что огромное количество таблеток всяческих и виагр и тому подобного, и всего, что в Америке и во основном мире запрещено, здесь продается в свободной продаже. Не говоря уже о том, что в несвободной продаже тут можно купить вообще все что угодно. Собственно, также Мексика славится и тем, что здесь можно проводить практически беззаконно опыты с генной модификацией, потому что тоже здесь по факту нет никаких сугубо жестких правил. И, насколько я помню, один из первых детей от 3 родителей появился здесь. Все, что люди безумные хотят делать, они делают в Мексике. Первый пассажирский дрон в Мексике. Вот этот суперкомплекс. Он строится, где будет вертолетная площадка с дроном. И здесь, вот такая фигня, она крутится от ветра. И я не очень понимаю, это типа новая форма ветряных мельниц такая. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это, почему оно лучше, чем дефолтная мельница. Это Тулум. Тулум — это то место, куда богатые американцы, которые засрали всю свою страну, едут отдыхать и наслаждаться экологией. И здесь огромное количество классных вилл, которые, собственно, вот виднеется вилла, там была реклама вилл, и дальше, если пройти, будет просто вилла на вилле. Я расскажу вам про то, как жить в коливинге. И у вас, наверное, первый вопрос: зачем жить в коливинге? У меня ответ: потому что у нас так получилось. Мы застряли в Мексике посередине коронавируса, и, собственно, куча людей съехалась в одно место. В принципе, по обычной жизни в коливинг нужен для того, чтобы жить в классном доме большой толпой, гораздо дешевле, чем небольшой толпой. Это логично. И второе, почему, собственно, коливинг, наверное, очень важная штука сейчас, потому что коронавирус, и много людей поняли, что не так уж и важно, собственно, жить в большом городе,
в маленькой квартирке. Куча людей понимает, что можно работать удаленно. Складывается впечатление, что коливинг один из неплохих вариантов того, как можно существовать дальше. В мире достаточно большое количество появляется коливингов разных, и даже в разных городах России есть прикольные коливинги. И, собственно, что нужно сделать, чтобы у вас был коливинг? Первое, вам нужен дом. Вот смотрите, за 60к, порядка 4 миллионов рублей, да, можно купить здесь новую жизнь на таком домике. Да, 4 миллиона рублей, это же типа однушка на Парнасе. Вот и думаем. Эко-хуека. Везде вокруг одно эко. Даже вот для велосипедов стоянка. Ну, короче, Тулум, что еще сказать. Оканутый город. В Тулуме реально проблема с номерами домов. Они почти никогда их не вешают, поэтому некоторые называют свои дома просто касса сардина, блять. Почему бы не назвать свой дом сардиной? Ну, это ж прикольнее, чем 12. Собственно, дом вот в самый раз. Пойдем посмотрим на него. Этот дом нам стоил $3000 или евро, но сдавался он изначально по 8, поэтому на 6 это получается по 500 евро, так что запишем с человека 500 евро. А вот так выглядит наш дом с улицы. Вот если вот просмотреться вот туда, там находится стул и крыша, где я голенький загораю. Поэтому иногда это видно всяким чувакам с улицы. Второе, что нужно, это какое-то средство передвижения. Например, вот такая вот чертова колымага. Она нам вообще вышла что-то в районе $300 в месяц. Если поделить на всех, то это будет по полтиннику, то есть практически бесплатно. Ну вот только что вы видели дорогу в Мексике. Мы едем из одного города в другой, чтобы сдать тачку, точнее попытаться ее не сдать, а продлить. И, короче, тут просто никого, вообще никого. Это одна из самых главных дорог в штате Квинтана Роо. То есть самая главная. Блин, наши веселые соседи нарисовали обозначающий знак. Короче, это очень круто на тачке написать что-нибудь по-русски, потому что местные не очень любят американцев. И если скажешь, что ты русский и докажешь это хуёвыми надписями, то, может быть, тебе повезет. О, я месяц не ел этого джанк-фуда, и это единственное, что вообще работает. Макдональдс работает. Правда, в нем не работает туалет. Чуваки, в Макдональдсе не работает туалет. Когда такое вообще было, а? Покрас Лампас приехал в Мексику и забомбил, как это называется, столбы. Смотрите, вот так вот. Еще один способ перемещаться — это велосипед. То есть можно снять велик за 10. Нет, что-то я вру. Да, он примерно $100 в месяц получается велосипед. Удачной прогулки! Ну, или на крайняк. Можно купить лонгборд. Нам удалось это сделать просто в Facebook-группе. Чуваки какие-то продавали его, потому что коронавирус, и у никого нет денег. И третье, для того, чтобы жить, вам нужна еда. Собственно, еду можно покупать в магазине при помощи машины. Коронавирус это делается не очень просто. Смотрите размер баночки с майонезиком. То же самое с маслом. И вот эти вот просто гигантские банки вообще всего. Какая она большая. Сколько много тунца! Бесконечный тунец!
Это же по 60, по 40 рублей. Вот это чисто американская история. Просто огромные пачки котлет для бургеров. Вот, а вы знали, короче, что авокадо, оно вообще, его столько разных видов. Вот такое. Вот самое крутое авокадо, оно маленькое, но оно очень просто раскрывается. Ты просто вот вообще прям пальцем выковыриваешь, потому что очень плотная шкурка и не заебываешься. Вот, а вот это авокадо local, видимо, да? Оно, короче, очень мягкое, вообще очень мягкое и запарное делать. О, пивко, местное пивко, текила, черт, сейчас. А вот и нет. Потому что бухло купить можно только с 9 до 3. Я уже 5-й раз обламываюсь. Вот так стоит пиво. Знаете, сколько стоит текила в Мексике? А? 174 местных доллара. За литр! За литр текила, йо! Смотрите, знаете, много стран, в которых лаймы стоят дешевле, чем лимоны, а? А еще вот манго. Манго, короче, оказывается, манго, знаете, что манго есть просто до хера видов. Вот есть такой за 33, а есть такой за 20. И это все манго. Вот. Смотрите, есть касса, короче, специально для эко. Только для тех, кто купил нормальные утилизируемые пакетики. Видите, как удобно, когда можно без пакета просто положить себе пачку овощей. Они их сразу же на кассе считают. И все, блин, вот это, короче, прям очень круто. Потому что реально бесит, когда тебе нужно, блин, каждую второе яблоко запихать в пакет, взвесить его нахрен. Типа, нафига это надо? Вот, смотрите. Мексика. И тебе еще, кстати, все это упаковывают. Без проблем. А еще тут есть эко-маркет. Это такое место, в котором ты можешь купить, конечно же, камбучу. Камбучу за, блядь, за 170 местных. Охуеть. Ну, собственно, тут все вот такое классное, модное, офигенное. Прям можешь купить себе реально что угодно. Но, блин, ценник это просто какой-то невероятный. Или вот те же овощи, они типа гипотетически органик все. Блин, я не помню, сколько стоил авокадо в нормальном магазине, тут он стоит 135. Вообще, кстати, еду покупать, по-моему, не особенно нужно, потому что вот ананасики на улице растут, и рядом манговое, походу, дерево. Я, честно говоря, точно не уверен, но вообще это похоже на то, что можно сожрать. Может, это даже не манго, но, блин, в общем-то, съесть можно. Кокосы тоже так же можно срубить на улице. Так что платите 60 тысяч евро за конуру, и остальное вам обеспечивает природа. Хотите авокадо, кокосы, вообще-то все растет. Кто должен быть в каливинге? Во-первых, это должны быть абсолютно разные люди, желательно с разных сфер, потому что это очень прикольно сраться по вечерам и обсуждать какие-то разные темы. Желательно, чтобы люди были разного пола, потому что, ну, как бы вам сказать? И третье, самое главное, у вас должны быть на вилле какие-нибудь сказочные существа. У нас, например, это был крокодил, но это не самое главное сказочное существо. Их откуда ни возьмись появилась куча. Охо-хо-хо-хо, что это такое? Это иногда к нам приходят ночью местные животные и жрут нашу еду. Вроде как она не в стрессе. Выглядит так, как будто бы ей любопытно происходящее. А как она вообще попала, блин, сюда? Я затрудняюсь ответить. К нам пришел Скорпион. Привет, чувак! Так вот идешь себе размяться, навстречу выходит Скорпион. У нас есть очередное животное.
Этот чувак пришел к нам ночью, чем изрядно всех напугал. И за это он оказался в тюрьме. Я положил сверху манго. Короче, к нему как-то залезли муравьи и начали жрать манго. Интересно, они не стали его самого жрать? В общем, короче, здесь постоянно кто-нибудь приходит к тебе домой и чего-то от тебя хочет. Такой просыпаешься, у тебя дома находится чувак, который с большой вероятностью жив, но очень не понимает, что делать. Мы ему налили немножко воды. Круто. Еще у него хвост стал. Блин, вот оно что. Короче, сидим, думаем, что так воняет из дома, просто невероятно. А это, оказывается, еще один чувак тут коней двинул. Нету ни электричества, ни воды, ни интернета. Вот это мой коврик для йоги. А это наш бассейн. Собственно, я просто хотел купить балансборд, но его не было. Овощи никто не жарит. Жарить надо фрукты.